Рассмотрим множества. Они также относятся к типам коллекциям. Множества являются типом коллекций. Это означает, что как у списков и кортежей можно вводить разные типы Python. В отличие от списков и кортежей, они не упорядочены. Это означает, что множества не записывают положение элемента, они только состоят из уникальных элементов. Это значит, что в множестве есть только один конкретный элемент. Чтобы обозначить множество, используются фигурные скобки, то есть помещаем элементы множества в фигурные скобки. Можно заметить, что есть дубликаты. Когда фактически множество создано, дублированные элементы не будут присутствовать. Можно преобразовать список в множество, используя функцию set. Это называется приведение типа. Просто используется список в качестве входных данных для функции set. В результате получаем список, преобразованный в множество. Давайте рассмотрим пример. Начнем со списка. Мы передаем список в функцию set. Функция set возвращает множество. Обратите внимание, что нет повторяющихся элементов. Давайте рассмотрим операции set. Они могут быть использованы для изменения множеств. Рассмотрим множество A. Представим его в виде круга. Если вы знакомы с множествами, это может быть частью диаграммы Венна. Диаграмма Венна – это инструмент, который обычно использует формы для представления множеств. Можно добавить элемент во множество, используя метод add. Обозначаем имя множества, затем точку, а затем метод add. Аргумент – это новый элемент множества, который мы хотели бы добавить. В данном случае nsync. Множество A теперь имеет nsync как элемент. Если мы добавим один и тот же элемент дважды, ничего не произойдет, поскольку во множестве не может быть дубликатов. Допустим, мы хотели бы удалить nsync из набора A. Можно удалить элемент из набора, используя метод remove. Просто обозначим имя множества, за которым следует точка, а затем метод remove. Аргумент – это элемент набора, который мы хотели бы удалить. В данном случае nsync. После того, как метод удаления применен к множеству, множество A не содержит элемент nsync. Этот метод можно использовать для любого элемента во множестве. Чтобы проверить, находится ли элемент в наборе, используем команду in следующим образом. Команда проверяет, есть ли элемент во множестве. В данном случае ACDC. Если элемент находится во множестве, получаем true. Если мы ищем элемент, которого нет во множестве, в данном случае who, мы получаем false, так как элемент отсутствует во множестве. Это типы математических операций над множествами. Есть и другие операции, которые мы можем сделать. Существует много полезных математических операций, которые мы можем делать между множествами. Давайте определим множество album set1. Мы можем представить его, используя красный круг или диаграмму Венна. Точно так же можно определить множество album set2 и представить его, используя синий круг или диаграмму Венна. Пересечение двух множеств – это новое множество, содержащее элементы, которые находятся в обоих множествах. Полезно использовать диаграмму Венна. Два круга, которые представляют множество, объединяются. Перекрытие представляет новое множество. Поскольку перекрытие состоит из красного круга и синего круга, мы определяем пересечение значком амперсанд. В Python мы используем амперсанд, чтобы найти объединение двух множеств. Если мы наложим значение множества на окружность, поместив общие элементы в перекрывающуюся область, мы увидим соответствие. После применения операции пересечения все элементы, не входящие в оба множества, исчезают. В Python мы просто помещаем амперсанд между двумя множествами. Мы видим, что ACDC и Back in Black находятся в обоих множествах. В результате получается новое множество album set3, содержащее все элементы из множества album set1 и множества album set2. Объединение двух множеств – это новое множество элементов, которые содержат все элементы в обоих множествах. Мы можем объединить множество album set1 и album set2 следующим образом.
В результате получается новое множество, в котором есть все элементы множества альбум-сет1 и множества альбум-сет2. Это новое множество представлено зеленым цветом. Рассмотрим новое множество альбум-сет3. Множество содержит элементы A, C, G, C и Back in Black. Можно представить это с помощью диаграммы Вена, так как все элементы в альбум-сет3 находятся в альбум-сет1. Круг, представляющий множество альбум-сет1, инкапсулирует круг, представляющий множество альбум-сет3. Можно проверить, является ли множество подмножеством, используя метод isSubset. Поскольку множество альбум-сет3 является подмножеством множества альбум-сет1, результат равен true. С множествами можно сделать гораздо больше. Для других примеров пройдите упражнения.